Сегодня 25 января 2026 года в Соединенных Штатах Америки объявлен масштабный режим чрезвычайной ситуации из-за мощного зимнего шторма, который называют Winter Storm Fern, иногда просто снежный шторм января 2026. Основные факты по состоянию на сегодня. Количество штатов с режимом чрезвычайной ситуации от 18 до 23. Цифры в некоторых источниках разнятся. Это один из самых широких по охвату зимних штормов за последние годы. Шторм захватывает почти всю страну от Техаса до Луизианы на юге, до Нью-Йорка, Новой Англии и Среднего Запада. Штаты, где точно введен режим чрезвычайной ситуации, по последним данным, это Техас, Луизиана, Миссисипи, Арканзас, Теннесси, Кентукки, Индиана, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, Делавэр, Алабама, Канзас, Западная Виргиния и другие. Президент Трамп уже одобрил федеральные чрезвычайные меры минимум для 10-12 штатов. Остальные добавляются по мере необходимости. Что происходит прямо сейчас? Hits the United States. A major winter storm named Fern begins today in the United States and will affect more than 230 million people in 30 states. The National Weather Service warns of heavy snow, ice, and extreme cold from the Rocky Mountains to the Atlantic. The storm. Сильный снег, ледяной дождь, freezing rain, очень сильный ветер. Температура ощущается как минус 20, минус 35 градусов Цельсия из-за ветра. Массовое отключение электричества. Более 130 тысяч человек без света. Больше всего в Техасе и Луизиане. Отменено уже более 13 тысяч авиарейсов за выходные, и их количество растет. Очень опасные условия на дорогах. Сотни аварий, многие трассы закрыты. Есть погибшие. Точное число пока не называют официально, но сообщают о нескольких смертях, связанных со штормом. Прогноз на ближайшие дни. Шторм будет двигаться с юго-запада на северо-восток. Самые тяжелые последствия ожидаются в выходные и в начале следующей недели, 24-27 января. После снега и льда во многих регионах ожидаются очень сильные морозы. Почему так много штатов сразу? Это очень редкий случай, когда один зимний шторм охватывает практически всю континентальную часть США. Обычно такие события более локальны. Здесь же речь идет о бомбогенезе, плюс арктический воздух, плюс очень влажная, теплая воздушная масса с Мексиканского залива. И в результате получается классический норизастер, плюс ледяной дождь, плюс близзард, обледенение в разных регионах одновременно. Если коротко, это сейчас самое главное и самая масштабная чрезвычайная ситуация в США. Почти все остальное, пожары, наводнения и так далее, в данный момент отошло на второй план. Друзья, я Валерий Табаков, юрист. Сегодня я хочу поговорить о по-настоящему глобальной теме, которая затрагивает не только погоду, но и политику, мораль и, возможно, даже высшие силы. Мы обсуждаем чрезвычайную ситуацию в США, вызванную штормом Ферн, и как это связано с международными обязательствами Америки, ситуацией в Украине и даже с амбициями по поводу Гренландии. Я разберу все подробно, шаг за шагом, чтобы мы с вами смогли сделать выводы. Начнем с детального разбора, что происходит в США. Итак, шторм. Winter Storm Fern.
Это не просто плохая погода, это настоящая национальная катастрофа. Снегопады достигают высоты 30-60 сантиметров. В некоторых районах ледяной дождь покрывает все слоем льда толщиной до полудюйма, что приводит к падению деревьев, обрыву линий электропередач и полному параличу инфраструктуры. Ветер дует со скоростью до 80-100 км в час, создавая эффект ветрового охлаждения, когда температура ощущается как минус 35 градусов Цельсия. Особенно опасно это для южных штатов вроде Техаса и Луизианы, где инфраструктура не адаптирована к таким морозам. Помните кризис 2021 года с Техас Фриз? Здесь ситуация повторяется, но в большем масштабе. Более 130 тысяч домохозяйств без электричества, и это только официальные данные. Реальные цифры могут быть выше, поскольку отчеты поступают с задержкой. Авиация в хаосе. 13 тысяч отмененных рейсов. Аэропорты вроде Далласа, Атланты и Нью-Йорка работают в аварийном режиме. Дороги – это сплошной ад. Сотни ДТП, закрытые Interstate Highways, скоростные трассы, такие как I-95 или I-10, и предупреждение от Национальной метеослужбы о жизненно опасных условиях. Уже есть жертвы. Несколько человек погибли в авариях от обморожения или из-за угарного газа от генераторов. Федеральное правительство под руководством президента Трампа активировало ФЭМА, выделяя миллиарды долларов на помощь, но критики говорят, что подготовка была недостаточной, особенно после уроков предыдущих штормов. Теперь давайте поговорим о прогнозе. Шторм движется на северо-восток. Ближайшие дни с 24 по 27 ожидается пик. После этого придут арктические морозы, которые могут продержаться неделю, усугубляя проблемы с энергоснабжением. Почему это так масштабно? Это комбинация факторов, бомбогенез, когда давление в циклоне падает резко, арктический воздух из Канады встречается с теплым влажным воздухом из Мексиканского залива, и в результате Норрезастер на востоке, Близзард в центре и ледяные бури на юге. Это редкость, затрагивающая 200 миллионов человек от побережья до побережья. Все другие кризисы, вроде лесных пожаров в Калифорнии, наводнений на Западе, сейчас на паузе. Как юрист, друзья, я вижу в этом не только природный катаклизм, но и горькую иронию международного масштаба. Пока американцы мерзнут в темноте, Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа продолжают игнорировать свои обязательства по Будапештскому меморандуму 1994 года. Что это за документ? В 1994 году Украина, унаследовавшая от СССР третий по величине ядерный арсенал в мире, более 1900 боеголовок, добровольно отказалась от этого арсенала в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России. Меморандум обещал уважение суверенитета, территориальной целостности и защиту от агрессии. Украина выполнила свою часть, разоружилась. Но что мы видим сегодня? Россия аннексировала Крым в 2014, вторглась в 2022 и продолжает разрушать страну. А США? Под Трампом помощь Украине сведена к минимуму. Новый мирный, так сказать, план из 28 пунктов, который критики называют капитуляцией перед Москвой, фокусируется на нейтралитете Украины и игнорирует реальные гарантии безопасности. Сейчас, в январе 2026 года, Украина переживает свой собственный шторм, но не природный, а рукотворный.
Российские ракетные дроновые атаки на энергетическую инфраструктуру достигли пика. В Киеве без электричества и отопления остались тысячи многоэтажек. По данным украинских властей, до 80% жилого фонда в некоторых районах. В Харькове, Одессе, Львове веерные отключения, миллионы людей в холоде, при температурах ниже нуля. Нет воды, потому что насосы не работают без электричества, больницы на генераторах, школы закрыты, люди греются у костров на улицах. Это не случайность, это стратегия. Россия целенаправленно бьет по подстанциям ТЭС и ГЭС, чтобы сломить дух украинского народа. Жертвы среди гражданских, десятки погибших только за последние недели, тысячи раненых. Энергетическая система Украины значительно ухудшилась. Как говорят в Укрэнерго, и восстановление займет месяцы, если не годы. Это прямое нарушение международного гуманитарного права, но где же реакция гарантов меморандума? В это время Трамп укрепляет дружбу со своим фаворитом Владимиром Путиным. На Давосском форуме 2026 года Трамп сказал: «У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром». Он пригласил Путина в свой Board of Peace, продвигает стратегическую стабильность с Россией, минимизируя санкции и помощь Киеву. Это не политика, это предательство. Как юрист я вижу здесь нарушение не только меморандума, но и принципов ООН, Женевских конвенций. Украина заплатила за разоружение своей безопасностью, а теперь страдает в темноте, подобно американцам от шторма Ферн. И это еще не все. Внешняя политика Трампа сеет раздор даже среди союзников. Его заявление об аннексии Гренландии в январе 2026 года – это бомба под трансатлантическими отношениями. Трамп не раз говорил о покупке Гренландии, но теперь пошел дальше. Угрозы тарифами до 25% на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии и других стран ЕС, если они не согласятся на рамки будущего соглашения. Гренландия, автономия Дании, отвергла это категорически. Премьер-министр Гренландии заявил о недопустимости колониализма в 21 веке. В Европе тысячи протестов от Копенгагена до Берлина. Дания отозвала посла из Вашингтона. ЕС ввел ответные меры. Это ослабляет НАТО в момент, когда альянс нужен для противостояния России. Трамп рвет связи из-за территориальных амбиций. Гренландцы, коренной народ инуитов, страдают от климата и теперь от геополитики. Их суверенитет под угрозой. Друзья, как юрист я призываю задуматься. Международное право – это не бумажки, это основа мира. Обязательства по Будапештскому меморандуму должны соблюдаться, а не игнорироваться ради личных дружб или земельных амбиций, претензий. США, переживая свой кризис, могли бы проявить эмпатию к Украине и Гренландии, вернуться к роли гаранта стабильности. А в заключение позвольте мне поделиться личным выводом, который может показаться философским, но он обоснован на наблюдениях за миром. Это катастрофа США, шторм Ферн, парализующий сверхдержаву, выглядит как реализация заступничества высших сил за украинский народ и народ Гренландии. Пока Америка игнорирует страдания Украины, мерзнущей от российских бомб, и угрожает суверенитету Гренландии, природа наносит удар по самой Америке. Те же отключения света, тот же холод, тот же хаос, те же жертвы.
Это как напоминание о карме, о том, что несправедливость возвращается. Высшие силы, будь то Бог или вселенская справедливость, стоят на стороне угнетенных, украинцев, борющихся за свободу, и гренландцев, защищающих свою землю. Может, это знак? Пора США пересмотреть политику, выполнить обещания и встать на сторону права, а не силы. Что вы думаете? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь, обсудим в следующих видео. Будьте в тепле и мире. More snow and strong winds. Power outages, flight cancellations, and sub-zero temperatures are expected in many areas. Authorities are urging residents to stay home, check their heating systems, and have extra food on hand. Southern states like Texas and Georgia will see unusual snowfall. Do you live in an affected area? Tell me how you're preparing in the comments. Share this news to alert everyone. Winter storm hits the United States. A major winter storm